Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о сардинах. Сардина – это промысловое название 3 родов рыб семейства сельдевых – сардина пельчарда, сардинопс и сардинелла. Настоящие сардины причисляют к элитным сортам рыб. Эта маленькая и жирная рыба богата питательными веществами. Консервированные сардины являются одним из самых потребляемых продуктов в мире. Ежегодно в мире вылавливается более 2 миллионов тонн различных видов сардин. Ловля сардин является одним из основных источников дохода рыбаков во многих странах. Крупнейшим производителем консервов из сардин является Португалия, за которой следуют Испания, Марокко, Таиланд и Бразилия. Самое благоприятное время для рыбалки – на закате, когда косяки сардин поднимаются к поверхности моря, следуя за планктоном. В это время рыбаки выходят на своих лодках в море для поиска этих косяков, которые обычно встречаются в прибрежных водах. И если в древности охота на сардины заключалась в следовании за чайками и поиске пузырей на поверхности, то сейчас времена изменились, и теперь рыбаки используют сонар, который отправляет звуковые частоты в морские глубины. Как только косяк сардин обнаружен, рыбаки должны действовать быстро, иначе косяк исчезнет. Они окружают стаю рыб мелкоячеистой сетью. Чтобы косяк не уплыл, судно набирает скорость и начинает двигаться по кругу. Рыбаки в это время активно забрасывают сеть в море. Это один из самых эффективных способов ловли сардин. Когда траулер завершит круг, капитан отдает приказ поднять сеть. Веревка натягивается, и горловина сети закрывается. В сети оказываются тысячи пойманных сардин. Сардин обычно бывает так много, что нет возможности выгружать их вручную, поэтому используются подъемные механизмы. Весь процесс занимает несколько минут. На следующем этапе сардины доставляют на берег. Удовлетворить спрос на консервы из сардин – это масштабная задача. В гавани работники отбирают лучших сардин, но делать это становится все труднее. Дело в том, что из-за потепления океана популяция сардин сократилась более чем на 80%. Ситуация стала настолько серьезной, что в некоторые годы регулирующие органы стали запрещать лов рыбы во время весеннего нерестового сезона. Также весь рыбный сезон был сокращен до 6 месяцев. Из-за введения квот в 2021 году рыбаки поймали всего лишь 30 тысяч тонн сардин в сравнении с 1980-ми годами, когда вылавливали более 100 тысяч тонн в год. Все это привело к тому, что цены на сардины выросли вдвое, а многие консервные заводы были закрыты. На крупных рыбных перерабатывающих заводах ежедневно перерабатывается до 1 миллиона сардин. Чтобы достигать таких объемов, на предприятиях устанавливается самое современное оборудование, с которым работает около 850 сотрудников. Наиболее напряженно предприятия работают в летнее время. Выловленные сардины в течение нескольких часов поступают на завод. Важно сохранить свежесть, поэтому поступившая рыба в течение 5 часов перерабатывается. Сначала вся свежая рыба отправляется в емкости с ледяной водой. Это позволяет сохранить сардины охлажденными с температурой минус 5 градусов Цельсия. Затем поступившие сардины сортируют по размерам, после чего направляют в машину, которая удаляет чешую. Наиболее известной страной, производящей качественные консервированные сардины, является Португалия. Здесь их можно назвать культурной иконой страны. Сардины представляют собой важную часть португальской кулинарной традиции и наследия. В Португалии рыба, включая сардины, имеет особое значение в питании и культуре народа. Однако сама идея консервирования возникла не в Португалии. Отцом консервирования является француз Николя Аппер, который в 1795 году начал экспериментировать со способами консервирования рыбы в банках. В первые годы наполеоновских войн французское правительство предложило премию в размере 12 тысяч франков любому, кто сможет разработать дешевый и эффективный метод консервирования большого количества продуктов. Для многочисленных армий того времени требовались увеличенные и регулярные поставки качественных продуктов питания.
Аппер представил свое изобретение и получил награду в январе 1810 года. После того, как открытие Аппера стало достоянием общественности, консервирование быстро набрало популярность. Старейший рыбоконсервный завод в Португалии до сих пор работает традиционным методом, то есть здесь большинство продукции производится вручную. До сих пор используется технология, которая существует с 1920 года. Первый рыбоконсервный завод в 1853 году построил в португальском городе Вилла-Реал-де-Санта-Антонио предприниматель Себастьян Рамирес. Семейная компания Ramirez & Sons поддерживает традицию консервирования уже почти 200 лет. Компания ежегодно производит 60 миллионов банок консервов от тунца и скумбрии до сардин. Учитывая широкую береговую линию и обилие рыбы, в Португалии к 1925 году было построено около 400 рыбных консервных заводов. Они работали по всей стране. Город Матазиньюш стал центром консервной промышленности Португалии. Во время Второй мировой войны Португалия была официально нейтральной. Несмотря на нейтралитет, Португалия вела торговлю консервами как с Германией, так и с Англией, извлекая выгоду из своего стратегического положения и торговых возможностей с обеими сторонами конфликта. После войны рыбная промышленность постепенно пришла в упадок, и сегодня в Португалии насчитывается около 20 рыбоперерабатывающих предприятий. Несмотря на ручной труд, рыбный завод может производить от 25 до 30 тысяч банок консервов в день. Консервы готовятся по 4 рецептам: с оливковым маслом и пряностями, с томатами, с томатным соусом и пряностями. Если рыбы поступает очень много и ее невозможно сразу переработать, то ее замораживают в морозильной камере при температуре минус 18 градусов, предварительно поместив в рассол на 30 минут. При необходимости в морозильной камере сардины могут находиться до 6 месяцев, и это практически не влияет на качество рыбы. Замороженную рыбу вечером рабочие вытаскивают из морозильной камеры, чтобы за ночь она разморозилась. Размороженная рыба проходит все стадии обработки, что и свежая рыба. У рыбы отрезают голову и удаляют хвост. Часто эту работу выполняют машины, так как они делают это в 3 раза быстрее, чем человеческие руки. Но некоторые части рыбы, такие как филе, требуют более деликатной обработки и для машин не подходят. Работники на этих специализированных линиях до сих пор обрабатывают рыбу вручную, используя старые методы. Слегка маринованные сардины размещают на решетках. Рыбу консервируют в жестяных банках, которые сначала моют и стерилизуют. Эти банки довольно удобны, так как открываются специальным ключом. И если раньше их изготавливали из оловянной жести, то с 1970-х годов их делают из алюминия. Затем сардины промывают от соли и готовят на пару. Это нужно потому, что первоначально сардины укладывают в банки сырыми, и если их оставить в таком состоянии, то они сгниют, не дойдя до потребителя. Чтобы избежать этого, их нужно приготовить. Для этого сардины помещают в гигантские печи, где их готовят на пару при температуре 100 градусов Цельсия в течение 30 минут. Все ингредиенты нарезаются в течение дня и добавляются вручную, один за другим. В каждой банке пряных сардин содержится по одной щепотке черного перца, моркови, лавра, сорта перца чили пири-пири, гвоздики и огурца. Рецепт томатного соуса держится в секрете. После взвешивания корректируется количество рыб в банке. Затем банки направляются к машине, которая по максимуму добавляет в них томатный соус или оливковое масло. Заполненные банки запечатываются, при этом лишнее масло удаляется. Запечатывание производится под давлением, так чтобы в банках не образовывались пузырьки. Готовые банки очищаются и поступают в емкость с горячей водой температурой 90 градусов для промывки. Таким образом, с банок удаляется жир и неприятные запахи. Отсюда консервы направляются в стерилизационную камеру, где уничтожаются все бактерии. Они стерилизуются при температуре 110 градусов Цельсия в течение 1,5 часа. Эта процедура позволит хранить консервы до 10 лет.
Готовая продукция тщательно контролируется. На первом этапе каждая банка встряхивается, чтобы услышать издаваемый звук. Более тщательную проверку осуществляет лаборатория качества. В течение дня сюда поступает более 100 банок с образцами. Здесь проверяют уровень кислотно-щелочных свойств pH, а также правильность закатки и стерилизации банок. На складе банки хранятся от 3 до 6 месяцев. Для каждого заказчика банки упаковываются вручную, и, надо сказать, эта работа непростая. Упаковка довольно скользкая, ее концы заворачиваются снизу вверх. Нужно иметь определенную сноровку. Скрепляется все липкой лентой. Теперь можно попробовать вскрыть банку, изготовленную 4 года назад. Сардина в томатном соусе оказалась великолепной. Вкус оказался сладким, как у помидор. Масло тоже оказалось на высоте. Пряности в консервах имеют очень тонкий вкус. В русских поваренных книгах XIX века эту рыбу называли сарделькой, а в кулинарных книгах начала прошлого века можно встретить название сардины-сардельки. И сегодня название сардины стало обозначением не столько рыбки, сколько рецептуры, способа приготовления. По сути, слово «сардина» стало всего лишь торговым названием, практически полностью вытеснив из людской памяти самобытную серебристую рыбку. Люди старшего поколения хорошо помнят консервы «Сельдь» и «Васи», которые были очень популярны и любимы среди советских граждан. Однако в 90-х годах они исчезли с полок магазинов больше, чем на 20 лет. Иваси – это тихоокеанская сардина, морская рыба рода Сардинопс. По-японски слово «иваси» означает «сардина». В 100 граммах сардины содержится суточная норма омега-3, витаминов В3 и В6, жирных кислот, цинка и фосфора. Это одна из самых полезных и вкусных рыб. Однако сегодня промысел этой рыбы в России активно возрождается. В 2010 году запас дальневосточной сардины вырос со 100 тысяч тонн до 460. Сегодня потенциал вылова иваси в Тихоокеанском регионе оценивают в 3 с лишним миллиона тонн. Объемы добычи иваси в России в течение последних лет колеблются в районе около 200-300 тысяч тонн в год. Самым рекордным стал 2020 год. Тогда было добыто 313 тысяч тонн рыбы, самый большой результат в постсоветской России. Летом дальневосточную сардину можно обнаружить в водах Охотского моря, на севере Сахалина и у восточных берегов Камчатки. Технология добычи иваси сегодня мало отличается от советской. Так же, как и тогда, наиболее эффективным методом ловли рыбы считается кошельковый. При его использовании рыбу ловят кошельковым неводом. Тело иваси жирное, сочное, буквально тающее во рту. Из-за того, что четверть тушки – это жир, сохранить консистенцию рыбы в первозданном виде при транспортировке на сушу практически невозможно. Поэтому обрабатывать рыбу нужно прямо в море. Обычно на плавучей базе на консервы перерабатывается до 650 тонн рыбы в сутки. Часть рыбы в замороженном виде отправляют на перерабатывающие предприятия. Здесь оценивают качество поступившей продукции. Свежесть и качество можно определить визуально по отсутствию ярко-бронзового налета на тушках. Наличие налета означает окисление рыбного жира и его прогоркание. Такое сырье к производству не допускается. Когда рыба размораживается до температуры минус 2-4 градуса Цельсия, она поступает на разделку. Из иваси часто делают пресервы. В отличие от консервов, рыба должна сохранять свой внешний вид, свои полезные свойства и вкусовые качества. На фабрике готовится солевой раствор из соли и воды. Также подготавливаются специи. Температура в камере посола составляет 4-5 градусов Цельсия. Идет медленное просаливание рыбы. Через 2-3 дня заготовки отправят на упаковку или на копчение. Копчение иваси, холодное, натуральное, происходит в дымогенераторах. В процессе используется увлажненная смесь щепы ольхи и бука. 3 коптильных камеры рассчитаны на загрузку 900 кг рыбы.
После копчения цвет рыбы должен иметь равномерный золотистый цвет. Также она должна иметь пряный ароматный запах копчения. В процессе сортировки оценивают качество каждой тушки, после чего рыбу отправляют на фасовку и упаковку. Пакеты, куда помещаются тушки, запаиваются под вакуумом. Для того, чтобы копченую рыбу не повредили в процессе транспортировки и хранения на складе, ее дополнительно фасуют в коробки из картона. Традиционные же рыбные пресервы упаковывают в банки. Нарезанные сардины, побывавшие в масле и солевой заливке, укладывают в банку кусочек к кусочку и полностью заливают маслом. Иваси – оригинальный и очень вкусный ингредиент во многих блюдах. Помимо традиционной селедки под шубой, в которую советские хозяйки вместо привычной нам сельди клали именно эту сардину, существует множество других любопытных и аппетитных рецептов блюд. Несмотря на все ее высокие вкусовые достоинства, иваси сегодня одна из самых дешевых рыб на российском рынке. Готовые консервы и пресервы от достойного производителя можно найти по цене от 105 рублей. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!